Только представьте, я в одном из самых гигантских аквариумов в мире. Причем буквально, не стою рядом, а конкретно в нем. Вот он я. И сейчас я вам расскажу, как я вообще здесь оказался и каково оно плавать рядом вот с такими хищниками. Короче, друзья, сейчас вы узнаете, как стать дайвером, почему меня не жрут эти акулы и как тут оказаться. Да, этот выпуск будет нестандартный, ведь мы с вами не будем подниматься в небо, а скорее наоборот, последуем в обратном направлении и погрузимся на глубину. В общем, мы вернулись в Дубай, и сейчас вас ждет погружение в мир дайвинга. Я расскажу вам про лучшее место в мире для обучения этому ремеслу. Покажу весь путь, который нужно пройти, чтобы получить лицензию, и далее мы вместе с вами поедем в Дикое море, где будем исследовать подводные пучины нашего мира. А в конце подведем итоги, стоило ли это того. Так что усаживайтесь поудобнее, будет как всегда круто, интересно, динамично. Поплыли! Сегодняшний рассказ я начну с места, куда мы направились. Мы приехали в Deep Dive Дубай. Это гигантское здание в форме устрицы является самым технологичным и глубоким бассейном в мире. Он также является двигателем подводного прогресса, ведь именно тут тестируются передовые технологии нашего времени. Сам бассейн местные шейхи решили построить еще в 2019 году, а в 2021 он уже был открыт для первых посетителей. Глубина этого бассейна 60 метров, что эквивалентно целому Боингу, 32 автомобилям или для простоты понимания, 2 десятиэтажным зданиям. Из-за большого объема воды, а именно 14 миллионов литров, набрать такое водохранилище было еще то испытание, поэтому он наполнялся целый месяц и только по ночам. Работа бассейна организована таким образом, что вся его инфраструктура задействована как для туристического, так и для технологического направления. В этом выпуске мы с вами затронем только туристическую часть. В бассейне обучают 2 дисциплинам – дайвингу и фридайвингу. Фридайвинг – это то же самое погружение, но без кислородного баллона. В общем, фридайверы вывозят погружение за счет своих легких. Чтобы здесь было интересно водолазить, интерьер бассейна сделан в виде затопленного города, где есть различные приколюхи по типу подводного бильярда, баскетбола, затопленного Мерса и так далее. Ну что, давайте проведу обзор по данной локации. Пацаны, в общем, местечко мы сегодня приехали. Выпуск будет не про скайдайв, как мы это любим делать, а совершенно новая дисциплина. Попробуем занырнуть, поводолазить и получить лицензию. Вот здесь вот такой вот бассейн. Сейчас покажем все. Я не знаю, есть ли такое еще в мире, но мне кажется, что если даже еще где-то такое есть, то мы про него точно не знаем. Здание сделано вокруг бассейна. На первом этаже вот эти стены стеклянные, ты можешь видеть все, что там внутри происходит. Андрюк сказал, что он больше таких бассейнов в мире не знает, ну, в смысле, не знает, такие еще есть. А я вам скажу точно, таких больше нигде нету. Не, я слышал, что есть глубокие бассейны, но все бассейны, которые я знаю, это просто вот идет, просто очень глубокий для бассейна. Шахта. Да. Правильно. А здесь получается, ребят, мы вам сейчас вам все покажем. Так. Здесь выстроен город, здесь очень классный дизайн внутри, и будет интересно поплавать, я думаю, погружаться. А теперь предлагаю пробежаться по устройству этого чудо-здания. Давайте я вам сейчас покажу, как здесь все располагается. Вот здесь вот ресепшн, здесь замечательные девушки вам все объяснят, помогут оформить документы. Так, ну и дальше вот если мы проходим здесь по коридору, то мы сразу с вами видим вот такую вот картину. Посмотрите, там дайверы уже тренируются. Глубина вот этого бассейна 60 метров. Я не знаю, что там на дне, потому что навряд ли мы туда сможем попасть со своим скиллом. Ну и, разумеется, магазин. Магазин, в котором можно приобрести все оборудование для дайвинга. Заострять внимание на шопинге я не буду, скажу только пару слов. Все, что есть в этом магазине, напрямую связано с дайвингом. Оно и логично. Также тут не обошлось без местной сувенирки. Короче, все как у нас в скайдайве. Двигаемся дальше и заходим в классрум. Именно здесь мы будем изучать теорию и подписывать доки. Что любопытно, материалы, да и в целом все, что я вижу вокруг, очень дорогое и супер качественное. Я не знаю, можно ли такое окупить, но так как мы с вами находимся в Эмиратах, осмелюсь предположить, что такой задачи и не стояло. Вот, пожалуйста, у нас здесь Дмитрий Юрьевич сидит уже, кофеек попивает. Висит фридайвер, короче, вот так уже не знаю сколько, да, я уже думаю пойти его там спасти, подергать за веревку. И знаешь, что я подумал? Что все-таки у фридайверов сложнее эта работа, чем у дайверов. Они там вот реально без кислорода, я вообще не знаю, получают ли они удовольствие, потому что когда с кислородом плаваешь, так классно, видал?
Живой. А теперь давайте вкратце пробежимся по оставшейся части бассейна. На минус втором этаже находится прекрасный и супер уютный ресторан. Сюда мы будем спускаться в перерывах между дайвингом, здесь будем чилить, попивать кофеек и наблюдать, как тренируются другие. Еще здесь есть одна потайная комната, скажем, VIP-комната. Ходят слухи, что она принадлежит какому-то шейху. Мы не уточняли, но нам сказали: извините, туда пустить вас не можем. Наконец-то поднимаемся к воде. Из поверхности кажется, что это небольшой, маленький, обычный бассейн. Но в реальности это прям пропасть. Я бы даже сказал, Марианская впадина. Сам бассейн с одной стороны начинается с лягушатника, а с другой стороны можно соскочить сразу вглубь. Как и на любой дроп-зоне есть рога, чтобы вешать системы, здесь также есть хитрый аналог, но уже для дайверских систем. Ну и закончу свой обзор вот на таких диванчиках для брифинга. Поэтому мы, как эксперты различных экстремальных тренажеров, с Андреем Вячеславовичем ставим лайк данному комплексу. И очень горячо его рекомендуем всем. Хлопай. Теперь можно? Прошу. Ну что, друзья, переходим к обучению. Я его разделил на две части – подготовительную и практическую. Начну с подготовки. Обучение в дайверы у нас началось еще дома. Нужно было самостоятельно изучить теорию и пройти тест. Без сдачи этого экзамена в бассейн вас не допустят. Короче, мы подобрали себе снарягу, заполнили нужные бумажки и приступили. Жители этой прекрасной пустыни, что бы со мной ни произошло, полностью в свои 41 беру ответственность. Вину И ответственность, да, за себя и за Вячеславовича. Я извиняюсь, тут вопрос про секс. Ну правда. Мейл. Так вам есть 45, да? Так и есть. Все, извините. Да. Нет, тогда еще вопрос. Помните, я говорил, что я беру ответственность? Забыли. Проехали. Забираю слова обратно. В общем, мы разобрались с бумажками и нас отправили к бассейну. Нам показали пункт управления этой махиной. Здесь всегда находится дежурный, который отвечает за безопасность и помогает этому всему подводные камеры, расставленные по всему бассейну. А также журнал погружений, куда вносят всех присутствующих в воде. Поэтому просто так побарахтаться, увы, не получится. Далее мы прошли небольшой брифинг по программе нашего обучения и отправились за нашей экипой. Еще один нюанс. Мы в Deep Dive Dubai ныряем только на Найтроксе. На обычном сжатом воздухе мы не ныряем в принципе. А что это такое? Давайте, чтобы вас не грузить, я на пальцах расскажу, про какой Nitrox идет речь и что вообще заправляют в баллоны. Если состав воздуха, которым мы дышим, составляет 21% кислорода, а азота 79%, то Nitrox уже содержит 32% кислорода и только 68% азота. То есть дайвер потребляет больше кислорода и, самое главное, меньше азота. А все из-за того, что под большим давлением азот начинает растворяться в тканях тела. И при резком всплытии с большой глубины этот азот, как пузырик шампанского, материализуется и разрывает мышцы и органы изнутри. Называется это декомпрессия или кессонная болезнь. Технически человек изнутри начинает вскипать и пениться. Я тут посмотрел, что становится с людьми после этой кессонки, и я вам скажу, что зрелище это не самое приятное. Рука не поднимается вставить это в выпуск, зато поднимается запостить эту жесть в мою тележку. В общем, если любопытно, отложите еду и приходите. Ссылку я оставил в описании. Ну все, хватит вас грузить кошмарами, давайте поговорим об оборудовании для погружения. Наш инструктор Сергей провел нам краткий часовой брифинг на тему того, как устроен акваланг и все сопутствующие девайсы. Конечно же, вам этот часовой курс не нужен, поэтому давайте я вам вкратце, как умею, расскажу про систему. Да, короче, пацаны, значит, система, которая для дайвинга очень простая. Это вам не парашют. На самом деле у нас есть просто баллон, в котором есть кислород, тот, которым мы дышим. Система там позволяет Nitrox использовать 32% или обычный 21% кислорода. И это не важно на самом деле. Главное, что вы сможете дышать. Это все крепится вот на такой вот, как это называется? Подвесная система. Эта подвесная система может надуваться вот так вот. Или она может быть спускаться, этим самым мы регулируем плавучесть. То есть мы можем погружаться, либо подниматься. Значит, регулятор, у нас их два штуки. Один основной и вот этот вот запасной, который у тебя вот здесь вот всегда будет на твоей шее болтаться. Если что, ты можешь дать основной своему товарищу, а запасным продолжить дыхание.
Ну и подвесная, вот здесь вот можно прикрепить какой-нибудь джетски, здесь вот кармашки, можно сюда что угодно положить. Обычно сюда груз закладывается. Вот, в общем-то, и все. Все очень просто, так что, ребят, дайвите, кайфуйте и приходите в Deep Dive Dubai. Ну все, друзья, вот и настал тот долгожданный и волнующий момент, и мы с Дмитрием Юрьевичем спускаемся в бассейн. Программа нашего обучения, конкретно в бассейне, была расписана на 2 дня и включала в себя отработку 6 навыков, ну или упражнений. Это уж как вам удобно. Душнить с их обсуждением не буду, но по верхам пройдусь. Поехали. Первое упражнение – продувка регулятора. Это та штука, в которую дышит. Сам регулятор предназначен для снижения давления газов, который поступает из баллона. Поэтому он так и называется. Когда он выпал изо рта или ты его передал своему товарищу, то он наполняется водой и нужно от нее избавиться. Есть 2 способа – воспользоваться кнопкой или просто выдохнуть в него. С этим упражнением у нас проблем не возникло, и мы сразу приступаем к следующему, а именно поиск регулятора. Это простая отработка механического навыка или даже рефлекса. Если у вас этот регулятор по какой-то причине выпал изо рта, а вокруг ночь или, например, мутная вода, то необходимо просто завести руку за шею, и там прямо с баллона торчит шланг регулятора. Этот поиск и отрабатывали. Третье упражнение – подкачка и спуск крыла. Крыло – это такая воздушная камера, которая находится между баллоном и дайвером. Нужна она для стабильного погружения и удержания на одной глубине. Принцип работы следующий. Для подъема необходимо наполнить это крыло воздухом, а для погружения, наоборот, стравить. Ну, для каждой глубины, чтобы не болтаться вверх-вниз, необходимо находить этот тонкий баланс воздуха. Надувается и сдувается это крыло с помощью вот этих кнопок. В общем, ничего сложного. Четвертое упражнение. Дыхание через регулятор партнера. У каждого дайвера всегда есть 2 регулятора, и мне необходимо будет отдать основной регулятор своему товарищу, а самому использовать запасной. Супер важный навык, который спасает жизни. Так повелось, что вода всегда норовит попасть под маску, и мы учились избавляться от нее на глубине. Для этого нам сказали полностью снять маску, затем обратно ее надеть и, удерживая маску вверху, вдыхать носом, задирая голову вверх. Тем самым воздух выталкивает воду из маски. Удивительно надежный метод. Ну и напоследок буксировка. Если вдруг твой партнер устал или потерял сознание, ты должен суметь его спасти. Убедиться, что крылья накачаны, взять его за баллон и буксировать к суше или же к лодке. Какой же все-таки это сложно устроенный механизм, вообще этот бассейн? Это, Вообще масштабы, конечно, ребят, масштабы вау. это не передать. И вообще, несмотря на те, как казалось бы, сложные задачи, которые нам сегодня ставили, я прям кайфанул. Помимо отработки основных навыков, мы попутно изучили технику погружения в воду, правильной работы ластами и грамотную работу с регулятором. И наконец-то, после плотного тренинга мы в свое удовольствие отправились изучать бассейн. Вообще, если планируете получить международную лицензию дайвера, то это идеальное место. А стоимость будет немногим дороже, чем бы вы проходили курс в любой другой школе. Но при этом такого комфорта вы не получите нигде. Так, сейчас подожди. Сейчас нужно протереть. Так, ну что, друзья, 6 утра, как обычно, мы собираемся. Это Дубай, значит, очень жарко. Камера запотела. Я периодически буду ее протирать, если вы не против. Вот так вот, чтобы было видно. В общем, все, погнали тогда. Так сказать, финальный этап погружения в океан. И поехали. Наш утренний маршрут был построен от места нашего проживания до Deep Dive Dubai, где мы должны были погрузить всю нашу подводную снарягу и пересесть на штатный автобус. Сюда обычно люди не заходят. Это вообще вот такая святая святых, инструкторская. Надо сказать, что инструкторская и склад у ребят поддерживаются в поражающей чистоте и порядке. После непродолжительного осмотра подсобного помещения мы начали грузить все наши подводные девайсы и собрались в неблизкий путь. А проехать надо было действительно далеко, а именно в Оманский залив. Всего-то около 2 часов через пустыню. На самом деле я себе представлял передвижение по пустыне как поездку через песчаные дюны, а в реальности всю дорогу нас окружала цивилизация. Удивительно. По приезду нас уже ждали местные водолазы и их подмастерья, которые забрали всю нашу экипу. В общем, сервис превосходный. Да, я не думал, что здесь прям отель такой приличный стоит. Мы сюда зашли. Я думаю, мы сейчас приедем на какое-то дикое место. Вот, но на первый взгляд так прикольно. Я так понимаю, что сюда приезжают просто
просто купаться и давить, потому что, несмотря на то, что отель хороший, вокруг здесь, кроме этих Сделать нехер. осыпающихся горы, просто здесь больше ничего нет. Для меня Дубай это был вот вообще Эмираты, это Дубай, Абу-Даби. И в принципе вот на этом мои знания заканчивались. А на самом деле здесь страна-то огромная. Получается. Да. Ну все, мы, считай, до Калуги доехали. Оказалось, что мы приехали в дайв-центр Аквантис, который расположен рядом с самым живописным рифом в регионе. По сути, здесь кроме этого рифа ничего нету. Ну, как говорится, на безрыбье и такой риф сойдет. Дмитрий Плавутский будет сегодня плавать в таких шортах. Черт. Фамилия говорящая. Плавутский. И вот в такой футболочке черного благородного цвета. Ну что, все, одеты, в хорошем настроении. Сейчас на лодку и в океан. За всех прекрасных, красивых, милых дам России. Интересный факт. Камера вообще никак не умеет передавать жару. Для вас сейчас просто приятная и свежая картинка, но для нас обстановка напоминала какую-то микроволновку. Возможно, это абсурдно прозвучит, но мы поперлись давить в 45-градусную жару, наивно полагая, что спасемся от этой жары под водой. Как же мы сильно ошибались. В общем, по нам видно, что мы уже близки к тепловому удару, поэтому не обращайте внимания на нашу заторможенную речь и шутки юмора. Все-таки 45 градусов за бортом. Понятно. Все понятно. Ну, в общем, собираем, Так, да. ну что, врываемся в эту тему. Короче, друзья, если вас вдруг укачивает и вы хотите Тошните, не стесняясь, за борт. просто... Исторгайте из себя все. Ой, блин, непростое это дело быть дайвером, я вам скажу. Опа! Тихо, Стоять. Осторожно, Дмитрий. Там Ну чё? после вас лодку потом приходится ремонтировать. Ну чё, ребят, мы погнали? Мы врываемся в этот вид новый. А вы врываетесь. Вы сюда, мы туда. Ну давай. Ну что, давайте под этот зажигательный музон расскажу я вам про нашу миссию. Впечатление от открытой воды, да и про наше состояние мне тоже есть что рассказать. Начнем с цели. Для того, чтобы получить лицензию дайвера, после бассейна мы должны были отработать все, что мы тренировали с нашим инструктором именно в море. Мы не испытали абсолютно никаких проблем с выполнением поставленной задачи. В общем, Сергей поставил нам заслуженные зачеты и все. Лицензия у нас в кармане. Теперь касаемо этой локации. На самом деле для дайверов место полное отстой. Рыбы почти нет, наверное, от такой жары она просто вся передохла. Температура воды была свыше 40 градусов, и мы начали понимать, что нам пора скорее драпать из воды, иначе мы здесь попросту сваримся. И получается, что на данный момент и поделиться от увиденного особо нечем, да и голова уже не соображала. Итог такой. Мы учились 3 дня, 2 в бассейне, 1 на воде, и наша лицензия дает нам право погружаться до 18 метров. Ну, на первый раз пойдет. Короче, курс мы закончили, поэтому можем называться профессиональными практически дайверами. Ну, я надеюсь. Ой, слушайте, ребят, это спасение. Это просто спасло нам жизнь, потому что мы уже находились реально в красной зоне. Сначала я даже не придал этому значения, я думал, ну ладно, я отдышусь. А потом нам Сергей, наш руководитель, сказал, что реально можно кони двинуть. Ну это ты объясни, это из-за перегрева. Из-за перегрева, да, конечно. Я давно так не радовался, что не то, что я закончил этот курс, а то, что вот я сейчас могу остыть. Фу. Но это еще не все. Самое интересное у нас будет дальше. Оставайтесь, наблюдайте за нашими водными приключениями, не побоюсь этого слова. Дальше будет очень много рыб и супер прозрачная вода, я вам обещаю. В Дубай-моле я не в первый раз, и всегда, проходя мимо этого здоровенного аквариума, я мечтал в него попасть. Можно сказать, что ради этого я и заморочился с лицензией. В общем, после нашего курса наш инструктор Сергей организовал нам это удивительное погружение. Там мы познакомились с ребятами, которые обслуживают этот аквариум. Конечно, нам пришлось заполнить необходимые документы, ну а потом они предоставили нам всю экипу, и не веря своим глазам, мы оделись и просто пошли плавать с акулами. Вы только представьте.
очень долго колдовали с музыкой, но хотите верьте, хотите нет, под дайвинг подходит только такой медитативный музон. Поэтому, друзья, с вами Relax FM и моя авторская рубрика обзора гигантских аквариумов со страшными зверюгами. Поехали! Во-первых, вода там совсем не теплая, а даже наоборот, холодная. Видимо, для того, чтобы рыбехи эти были в тонусе. Как понимаете, мы тоже были в тонусе не меньше. Рыб и страшных зверюк объективно до хрена. Они гоняют там как роботы по одним и тем же маршрутам. Но, как говорится, чем бы рыбки не тешились, лишь бы тебя не цапнули. Изнутри этот аквариум выглядит прям реально как аквариум. То есть ты плаваешь, а на тебя снаружи таращатся люди. А что касается страшных зверюк, например акул, то их здесь довольно плотно кормят. Поэтому им вообще не до нас. Подведу итог. В рамках ачивки вполне себе классное приключение, но не больше. Через 15 минут становится скучно и холодно. Ну и разумеется, это еще одно инженерное чудо. А как дайвинг-локация ставлю твердую 5. Но впереди будет еще интереснее. Мы отправимся на Красное море и совершим там ночное погружение. Смотрим. Дорогие друзья, я первый человек, который оказался в Новосибирске, Ранил, Красное море, покажите, какая красота вокруг меня. Итак, Красное море — это, наверное, лучшее место для дайвинга. Но во всяком случае, мне так много кто говорил. Флора и фауна там реально как в аквариуме, и дайвить там действительно интересно. Да и вообще, Египет, он прям заточен под дайв-туры, так что гидов и инструкторов тут навалом. Но у этого есть и обратная сторона. В Египте менее строго соблюдают стандарты безопасности, поэтому важно быть очень внимательным и осторожным, так как вам могут разрешить то, что по вашему уровню считается недопустимым. Например, нам очень хотелось погрузиться ночью, и хотя наша лицензия этого не предусматривает, местный гид выдал нам по фонарику и благословил на ночное погружение. Смотрим. Ну что, братва, стандартная проверка, чек-лист перед погружением. Не просто погружением, а ночным погружением. Ребят, ночью погружаются только те, у которых есть специальный допуск. И стальные яйца. Вот это важнее допуска. Ночью на Красном море все хищники просыпаются. Вот. Сейчас мы взяли с собой фонарики. Мы идем нырять как улов. А вы это, как всегда, по привычке, по старой доброй традиции, делаете вместе с нами. Ну что, ребят, ночное погружение очень страшно. Это неизвестно, это неизвестно. Теперь, что касается ночного погружения. Оказывается, весь подводный движ начинается ночью. Вылазит очень много гадов, которые днем ты никогда не встретишь. А еще это похоже на выход в открытый космос. Ну или во всяком случае, как я себе его представляю. Ты в полной темноте, в невесомости, видишь только в границах луча своего фонаря, и когда в него попадает какое-то чудовище, становится прям сыкотно. Но все равно очень крутой опыт. Ну а то, что касается дайвинга в целом, это, конечно, очень интересное увлечение, и если у вас есть такая возможность, пробуйте, возможно, вас это вштырит. Но мне все-таки ближе небо, хотя я с удовольствием буду погружаться, когда у меня будет появляться такая возможность. Мы совершили прекрасное подводное ночное погружение. Я очень боюсь темной воды и акул, поэтому очень глупо, что я сейчас остался в последней воде и далеко от лодки. Но в целом это, конечно, вау. Это даже круче, чем дневное погружение, намного круче. Всем рекомендую, от души советую. Это прям ночной мир Красного моря, очень крутой и красивый. Ну все, братва, спасибо, что остаетесь, смотрите, лайкайте. Давай. Чао.